Рак поджелудочной железы в последнее время встречается все чаще. В моей врачебной практике этот диагноз встречается примерно 1 раз в 2 недели. По статистике, каждый год в мире рак поджелудочной железы находит более чем у 500 000 человек. Это страшные цифры. Но самое опасное, что эта опухоль умеет молчать до последнего. Тема рака поджелудочной железы острая, пугающая, но говорить об этом необходимо. Сегодня мы подробно и без медицинской воды разберем, как работает поджелудочная железа, почему стандартные УЗИ часто пропускают рак поджелудочной железы, какие скрытые симптомы должны вас насторожить и какие обследования действительно могут спасти жизнь. Досмотрите до конца, эту информацию должен знать каждый. Давайте сначала поймем, где вообще все происходит. Поджелудочная железа – это небольшой, но критически важный орган. Она прячется глубоко в брюшной полости, прямо за желудком. На изображении вы видите, как тесно она окружена другими структурами. К ней вплотную прилегает двенадцатиперстная кишка. Рядом проходят крупные сосуды, аорта, брюшечная артерия, а сверху давят печень и желчный пузырь. У поджелудочной железы 2 главные задачи. Первая – выделять панкреатический сок, ферменты, чтобы переваривать еду. Вторая задача – вырабатывать гормоны, включая всем известный инсулин, который регулирует сахар в крови. Почему рак здесь развивается так незаметно? Посмотрите на расположение железы. Она находится в глухом тылу организма. Когда в ней зарождается маленькая опухоль, человек ничего не чувствует. Вокруг железы полно места, чтобы опухоль росла, не задевая нервные окончания. Как зарождается болезнь? Рак никогда не появляется за 1 день. Это всегда цепочка поломок на клеточном уровне. Давайте теперь разберем, как опухоль эволюционирует. Все начинается с одной единственной клетки, в которой ломается ген, так называемая мутация клеток. Клетки перестают слушаться организм и начинают бесконтрольно делиться. Постепенно образуются разные группы клеток, так называемые клоны. Каждая новая группа клеток накапливает новые мутации, становясь все более агрессивной. Опухоль начинает врастать в соседнюю ткань кишки, пробивается к нервным сплетениям. Отсюда потом появляется сильная боль. Что самое опасное, опухоль пытается дотянуться до лимфатических узлов и сосудов, чтобы распространяться по организму через метастазирование. Наша задача как врачей и ваша задача как пациентов поймать процесс до того, как очаги опухоли выйдут за пределы самой железы. Скрытые симптомы, которые нельзя игнорировать. Поскольку на ранних стадиях болей нету, нужно обращать внимание на косвенные сигналы. Вот 4 главных красных флага. Первое. Внезапный сахарный диабет. Если вам за 45 или за 50 и вы не меняли образ жизни, у вас нет лишнего веса, но сахар в крови резко подскочил и вам ставят сахарный диабет 2 типа, это повод проверить поджелудочную железу. Опухоль может просто разрушать клетки, производящие инсулин. Второе. Беспричинная потеря веса. Вы едите как обычно, но килограммы уходят. Это классический симптом раковой интоксикации. Третье. Желтуха. Пожелтение кожи и белков глаз. Посмотрите снова на анатомию. Головка железы плотно прилежит к желчному протоку. Если опухоль растет в этой зоне, она просто пережимает этот проток как шланг. Желчь не может выйти и попадает в кровь. Кожа желтеет, моча темнеет, а стул становится светлым. Это экстренный повод обратиться к врачу. Четвертое. Опоясывающая боль в спине или под ребрами. Часто ее путают с остеохондрозом или радикулитом. Но если боль усиливается, когда вы ложитесь на спину и немного утихает, если наклониться вперед, это поджелудочная боль. Диагностика. Почему обычное УЗИ брюшной полости может подвести? А сейчас очень важный момент. Как обнаружить эту болезнь? Большая ошибка многих – слепо доверять обычному УЗИ-исследованию брюшной полости. Как врач, я вам скажу, что поджелудочная железа очень неудобна для ультразвука. Она лежит за желудком и кишечником, которые заполнены газом и воздухом. А воздух для ультразвука – это глухая стена. Если у пациента есть даже небольшой лишний вес или вздутие живота, врач на УЗИ увидит в лучшем случае только часть железы. И маленькую опухоль легко пропустить. Что действительно работает? Компьютерная томография органов брюшной полости, а еще лучше онкоскрининг с контрастом. Именно с контрастом. Без него это выброшенные деньги. Контраст вводится в вену, подсвечивает сосуды, ткани, органы и позволяет увидеть опухоль размером в несколько миллиметров. Магнитно-резонансная томография брюшной полости отлично видит саму ткань железы и ее протоки. Онкомаркер CA19-9. Сдавать его просто так для профилактики всем подряд бессмысленно. Он может повышаться и при
обычном панкреатите. Но в комплексе с компьютерной томографией он помогает врачу понять общую картину. Если на КТ нашлось подозрительное образование, то вступает в силу главное правило онкологии. Нет биопсии, нет диагноза. Поскольку поджелудочная спрятана глубоко, сегодня вместо сложной операции используют метод микроэндоскопии. Врач прямо через стенку желудка видит опухоль в упор и ювелирно берет кусочек ткани тонкой иглой, после чего подбирается точное лечение. Да, рак поджелудочной железы – тяжелый противник, но сегодня медицина умеет с ним бороться. Хирургия, современная химиотерапия и таргетные препараты позволяют брать болезнь под контроль. Главный фактор здесь – время. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к своему организму. Не списывайте боль в спине на усталость, а потерю веса на стресс. Пройдите обследование вовремя. Подписывайтесь на канал, если видео было полезным. Ставьте лайк, так вы поддержите канал и видео. Поделитесь этим видео с близкими. Возможно, эти знания спасут кому-то жизнь. Пишите в комментариях свое мнение. Всем пока!